Как одинокий волк, бэй, под твоим окном. Хочу тебе кричать о том, как сильно я влюблен в тебя, Это полный раздув, и мне заебало, что вы разуваете из-за всякой хуйни. Вы все, это полный бред, это ебаный бред. Это реалити просто сплошная какая-то хуйня. Утром мы едем в парк Салаху. Ладно, извиняюсь, Салаху. Я и есть стилист. Дядя Дана, каково это возить блогеров? Это блогеры, если что, все. Это не школьники. Это порядочнее. Порядочные, конечно. Нет, это не точно. Это не точно. А точно это что? Это не точно, говорю. Точно это что? Не точно порядочно. Не точно. Это надо проверять. Он шутит, шутит. У вас есть какой-нибудь тест на порядочных людей? Ребят, и на вас смотрю, уже радуюсь, уже приятно. Вот, взаимно. Так, ребят, смотрите, значит, едем мы в город Салахау. Город Сочи был обоснован в 2011 году. Короче, анекдот. Стоп. Значит, мужик как-то наелся дрожжей и сахара и ходит бродит. Я сидела просто всю поездку, все 4 часа, пока мы ехали как будто. Я сидела и переписывалась с Никитой, я плакала просто всю поездку. Я просто сидела, ни с кем не общалась, меня все бесило, меня бесил там смех Маши Рири, меня там бесило просто то, что Настя сидит рядом. Ну, то есть меня бесило абсолютно все, у меня было очень плохое настроение. И еще мне написывает Никита, мы пытаемся разобраться. Я пишу ему просто миллион тысяч как будто бы оправданий, хотя это просто, я говорю по факту, но так как человек не понимает, что произошло в Казани, для него это прям пиздец, мне изменили. Я пытаюсь это все ему объяснить, и у нас как-то не склеится разговор, и в какой-то момент я просто почувствовала себя настолько опустошенной, я поняла, что я не чувствую ничего, ни боли, ни счастья, ни радости. Я просто как овощ сидела, существовала. Я хочу, чтобы в этом реалити было все настолько честно, насколько это возможно. Это невозможно. Потому что уже начало. И поэтому я говорю, что типа, если Чан об этом говорит... Я не знаю у кого, но я знаю, что... Кто фальшивит? Я не знаю, ты сама знаешь, Алиса. Реклама. Из-за проблем с пищеварением начинаете терять. Терпеть не можешь рекламу? Хочешь смотреть меня сколько хочешь? И даже не делать пауз на рекламу? Ну так, может, уже подпишешься на меня? Мои фильмы и сериалы можно смотреть на английском языке. Попробуешь? There are many films and series with subtitles in Russian and English. Возьми-ка телефон. В моем мобильном приложении многие фильмы и сериалы можно скачивать на телефон и смотреть в дороге. Ты же хочешь, чтобы мы были вместе всегда? Хочу. Или же лучше смотреть меня на смарт-ТВ на большом экране? Лучше и так, и так. Хорошо. Сейчас начнется твой фильм. Давай прощаться. И помни, по подписке нет рекламы. А специально для тебя у меня есть промокод на 90 дней подписки Яндекс.Плюс. Там еще и Яндекс.Музыка, и скидки, и кэшбэк. Но это уже совсем другая история. Используй возможности.
принципе-то мы можем с вами вместе договориться, если мы показываем настоящее шоу, то мы его показываем по-настоящему, да? Если кто-то хотя бы просит что-то убирать, то значит тогда и какие-то другие варианты я тоже рассматривать буду. Ну, я вообще не вижу, типа, смысла подходить и условно к вам и говорить, вырезайте. Типа, люди сюда ехали, понимая, что мы снимаем реалити, что 24/7 у нас камеры, у нас... В этом суть X1. Все. То есть, когда я ссорилась с Никитой, он тоже потом мне говорил, ну, я просто сижу, и нас снимают камеры. Это все, что я могу сказать. Они снимают мою реакцию, все. Это реально. Меня просто 24/7 снимают камеры. Я не знаю, как ты не мог об этом не знать. Ничем ты сделался. Ну, типа, я не хочу быть в вашем XO комьюнити и вообще присутствовать в реалити. Но я ему на что сказала? Это неизбежно. Охеренно. Все. И то, что к тебе подходит и что-то говорят, вы сами это решаете. Какая разница? В ком ты чувствуешь фальшь? Не могу сказать. Мы едем в автобусе, и там была такая дорога, то есть со всякими обрывами, и там очень было опасно. И нам говорят... Ребят, короче, дальше будет опасно ехать, поэтому километр мы идем пешочком. Кайф. А можно... Ну, здорово, окей, пешком. Мне главное дойти пешком туда, чем вот перевернуться на автобусе. Я ж, миллион раз видел видео, как автобусы либо застряют, либо улетают куда-то. И мне было вообще, не айс. Едь в отель просто сразу. Не, мне просто все равно. Я просто ради бомба, то, что он сам. Хорош, садись. Я боюсь. Ну, умрешь сегодня, завтра будет. А Данечка Бум наш, который все время просто, да я там его, вот это, я такой сильный, ничего не боюсь, никого не боюсь. Испугался обрыва, испугался то, что мы можем упасть. Зато все вместе, хоть кто-то выживет. Да, реально, популярными стали, наконец-то. В опасный момент окно откроем на всякий случай. Алло, Димон, все, вам нужно... Все знают, то, что я боюсь высоты. А там было как высоко. Если бы, наш автобус покатился, мы бы просто, я не знаю, как... Я даже не знаю, как сравнить, как вот, знаете, с плевачки вот этой с ручки бумажки выплевываются, мы бы точно так бы же с автобуса бы вылетали. Ну, дальше ехать на машине в горку. Внимание! Конечно же, мы не пойдем пешком, типа, нам лень было, поэтому мы такие, не, мы останемся в автобусе. Если вы думали, то, что дорога прошла спокойно, то просто посмотрите. Давай сюда, что, Бэйби, давай на эту сторону. Бэйби, нет, ты тянешь всех туда. Ребят, не хотите, я тут автобус трясется. Ребят, не хотите, пожалуйста, автобус трясется. Присели на дно. Да, ребят, не орем. И тут мы доехали до Салахаула, и, короче, не хотел ждать, мне было страшно реально, типа, знаете, когда адреналин вот так вот тебя, короче, коробит от адреналина, мне просто захотелось тут окошко, я такой выскочил и сразу же попробовал, если мы будем ехать на обратном пути, как выпрыгивать оттуда. Вещи брать с собой? Я не знаю, во что вы переодеваетесь. Сегодня было максимально ужасно. Я себя чувствовала очень плохо. Я просто привыкла к тому, что мы с Даней постоянно 24/7 вместе общаемся, шутим, флиртуем с друг другом. Да, это в наших отношениях нормально. А сегодня просто игнор. Хватит, сейчас сопли полетят. У меня нос не дышит. Я не могу сразу извинить, потому что поступок очень, не знаю, как для меня, возможно, очень жестокий, но не в плане того, что это была запись, а в плане того, что как она это потом подала. Что, типа, ей похуй. Почему тогда мне не должно быть похуй? Ребята, всем большой привет из Лос-Анджелеса. Да, у нас очень тепло, очень круто. Да, и у нас вышел трек. Да, вышел трек «Депрессия». Он очень чувственный, очень такой сильный, написанный на эмоциях с нами вместе с Евой. Вот, мы вместе писали, поэтому обязательно послушайте. Он на всех площадках доступен. Многие писали, что это прям вау, что это что-то новое. Нам очень нравится этот трек. Вот, спасибо, что слушаете. Всего вам хорошего. Слушайте песню. И смотрите реалити X1. И что еще?
слушайте. Просто слушайте. Просто слушайте. Просто слушайте. Да, у нас очень тепло и круто. Да. Всем привет. И тепла всем. Мне вообще кажется, что у меня какая-то, ну, либо порча, короче, на мне. Порча? У меня реально такие ощущения. Не, без шуток, смотрите. Каждый раз, когда мне, допустим, надо записать песню, я редко записывал песню. Вот за день до записи я заболеваю, горло болит, например. Или вот даже в прошлый раз на реалити мы снимали. Я блевал 15 раз за час. В конце реалити. Милый Гера. Короче, однажды я был у колдуна в Тульской области. Кем ты был? Они угорают надо мной, я реальную историю рассказываю. Кем ты был у колдуна? Машей? Они смеются надо мной. Ребят, им вообще похер на меня, ко мне кого-то нет. Короче, народ, история. Вы, я не знаю, верите ли вы это, не верите? Каждый раз, когда я что-то важное делаю, я заболеваю. Всегда. Типа, надо записать трек, у меня начинает болеть горло. Надо снять реалити, мы снимаем 2-й сезон. Типа, я заболел. И так всегда, всю жизнь. Вот, но в детстве я был в Тульской области у одного колдуна. В Тульской области. Не, без шуток. Я поправлю. Нет, типа сын бабки. Там мать и сын. Сыну было лет 30, ей было лет 50. Вот, мы сели. И мой папа, у него всегда болела почка. Спина. Что на спине? Почка или что? Сзади спины. Почки, да. Он говорит, у меня начала болеть почка, я еду в машине час до Москвы из Тулы, и начинает болеть. Он смотрит на него, садится в кресло, начинает ему поднимать почку вот так. И папа говорит, я чувствую, что у меня почка поднимается. Я один раз сходил к нему, уже до Москвы ближе доехал, начала болеть только после. 2-й раз сходил, больше, чем на полпути заболела только почка. 3-й раз сходил, он еще раз поднял ему, и все прошло, почка больше не болела никогда. Папа так чирит. Это как бы, это какой-то, да? Колдуны, это вообще трэш. Поднять почку с помощью руки, это что-то вообще... Это, мне кажется, Володя XXL только может сделать. Вот, и то на фонах. Вот так он может стоять. Ну что, всем привет, меня зовут Володя XXL. Я сейчас поднимаю камеру. Но, что было еще? Первый раз, когда папа к нему пришел, он смотрит на него и говорит, у тебя почка тут, у тебя еще нос сломан был. Откуда он знает, что у него нос сломан? Это видно. А этот чувак... Окей, может, просто видно. Но... Почка по лицу видно, по цвету кожи. Хорошо, а как он его поднял? А может, ему внушение? Нет, Дим, а почему после 3 раз он больше не болел? Совпадение. Несколько лет болел. Потому что он внушил ему, и все. Хорошо. И он сидит, он говорит, у тебя почка опущена, ты еще и порченый. Порченый? Да. Сидит мой папа, он говорит, в смысле порченый? Порчу сейчас сниму. Просто он на него смотрит вот так. Тут сижу я, тут колдун, тут папа. Вот, он на него смотрит. Папе начинает становиться плохо. Он идет на улицу блевать, он говорит, все, порча ушла. Все идут в Тулу. Не, реально, поехали. Может, он руки мне вылечит навсегда. Я тоже. Мне в детстве гадалка сказала, что я со своим папой в 15 лет начну общаться. Так случилось. Совпадение. Это внушение. Я реально верю в то, что типа болезни от головы, это факт. Но я не верю, что руками можно почку поднять полностью. В колдунов я не верю, но я верю в веру во что-то. Я считаю, что каждый человек во что-то верит, неважно, хоть он верит там во Вселенную, хотя я верю во Вселенную, в Бога, в себя. Потому что жить без веры самого себя это очень тяжело. Но вот в колдунов как-то мне не приходилось верить, к сожалению или к счастью. Так, пап, мы тут снимаем реалити. Так, Алиса, так связано. Здравствуйте. Сейчас, ребят, потише, вопрос такой. Мы тут обсуждаем колдуна. Каким образом он поднял тебе почку? Покажет. Сейчас покажу, вот так вот. И сейчас. Покажи, Гер. Это 50 Cent. Что значит так? Если его папе реально подняли почку, то вот. Он касался рукой, в смысле? Тело. Что и все. А почему она упала, кстати? Нет, не касался. Расскажите про чувства. А ты при этом лечил ее чем-то? Нет. Не касался рукой, что? Не касался рукой. Нет, я не верю в колдунов и в шаманов тоже. Хотелось бы верить, но не верю. Как-то это все слишком необъяснимо. Но ты бы хотела поговорить с шаманом, если бы тебе удалось? Я не хочу разговаривать с шаманами, я не хочу разговаривать с гадалками. Вообще все вот это я стараюсь обходить стороной. Все эти люди входят в список цыган для меня. Я когда вижу цыгана, честно, я отбегаю на 10 метров, чтобы вот
но я их боюсь, честно. Для меня они что-то очень такое страшное. Не хочу, чтобы какие-то гадалки, шаманы навязывали мне то, что у меня будет 10 детей, муж на букву «С». Типа, что за бред? А это очень сильно вот сюда вот. У меня есть подруга, лучшая подруга. Ей гадалка сказала, что у нее будет первый парень на букву «П». И что вы думаете? Она просто 2 года искала парня с именем буквы «П». Все, кто к ней клеились, если их звали Саша, Максим, все, мы не общаемся, потому что мне гадалка сказала, что мой парень будет на букву «П». Кстати, Марк, тебе, походу, к нему надо. Я помогу вам избавиться от болезней, депрессии, стресса, недугов и всех видов порчи. Да, мне надо. Марк, прикинь, папа Эльза не знает, что она в Сочи. Что? Гей или бэй? Мама пишет мне. Папа спрашивает, что ты делала в Сочи. Папе скинули мою фотку. Скажи, это фотошоп. Папа спрашивает, что ты делала в Сочи. Скажи, это фотошоп. Что ты делала в Сочи? Ну, папе, наверное, скинули мою фотку. Скажи, снимала YouTube. Какое фото? Парни ездил. Ее папа, если что, не знает, что она в Сочи, он бы ее не отпустил. Да ладно. Он так зимой тоже ездит. Потому что... Чтобы вы понимали, когда мы зимой с ребятами просто после Нового года полетели в Сочи, ей позвонил ее папа. И мы думаем, а мы в Сочи. И он спрашивает, Эльзочка, а ты где? И она такая, в Пятерочке. А мы на вокзале типа стоим, понятно? Мы стоим на вокзале на Красную Поляну. Я в Пятерочке, она ушла, разговаривала полчаса. Короче, мы это, да, скрываем тщательно всегда. Как понял? Честно, меня бы так заебало. Скажи, Москва река. Это такое ограничение. Это не разрешить полететь в Сочи, путешествовать, видеть мир. Что ты пишешь? Я говорю, мы приехали прорекламировать Сочи парк. Ну, как и есть. Пиздец. Офигеть. Ну, на самом деле, это, вообще ужасно. Как можно А что, он приедет сюда? Сейчас он еще татуху увидит. Эльза, беги! Мы тебя спасем. Спасибо. Мы тебя прикроем. А почему он сам тебе не написал, а мама написала, папа спрашивает? Потому что он, наверное, вообще не хочет с тобой сейчас общаться. Жестко. Еще чуть, он, наверное... А почему тебе... А тебе не стыдно так просто быть папой? Ты бесстыдница. У меня нет другого выбора. Эльза, а что, папа не знает вообще? Папа только позавчера узнал. Что он сказал? Мама мне пишет, папа спрашивает, а что ты делаешь в Сочи? А что такого, если ты в Москве, какая разница, в Москве или в Сочи, ну типа? Она должна была спросить. Я должна была заранее сказать, отпросить, сказать зачем, почему, что я там буду делать, где я буду находиться каждый день. До скольки лет принято? До конца жизни. Нет, пока ты замуж не выйдешь. Да, когда ты выходишь замуж, уже другой. Эльза, смотри, у нас есть Марк, можешь просто быстренько замуж выйти? Да, папа одобрит. Когда-то я перебирала свои вещи, и там было одно письмо. Мое письмо из прошлого. У меня был ужасный момент, ужасный период, когда каждый день родители как-то на меня ругались. В один момент у меня случился эмоциональный всплеск. Я взяла просто бумагу, ручку, начала писать все свои мысли. И там я говорила, что... Я могу, может, прочитать его. Давай. Прочитать? Давай. Вопросики у Димы? Дима еще не дошел, не могу. Что-то я как-то только сейчас поняла, где я буду вообще. Среда, 21 сентября. Спасибо моим родителям за то, что не дают моим глазам высохнуть, ведь изо дня в день они наполняются слезами. Также спасибо за то, что я чувствую себя особенной и часто задаюсь вопросом, почему именно я, почему со мной. Я искренне надеюсь, что дальше будет только лучше, потому что хуже уже быть не может. Или может. Страшно как-то. А насколько это надежно? Максимально надежно. Уверена, да? Да. Я очень боюсь утратить свое «я», утратить и погубить себе личность. Сегодня папа накричал на меня из-за того, что я зарегистрирована в ВК под своим именем, хотя фоток там нет. Боже, Сочи, так красиво. Вот для чего мы живем в этой жизни. Становитесь на красную линию. Он уже психологически давит на меня, что я должна забыть о том, кто я, но он забывает, что мне всего 17 лет, что я ребенок. Почему меня отделяют от общества? Я должна быть марионеткой в их руках и делать то, что они прикажут.
Иногда мне кажется, что я прожила 17 лет зря. Каждодневный ритуал, дом, школа, прогулки с братиком, теперь университет. За все это время у меня не было ни одного значимого и веселого события. Я поражаюсь, какой мир огромный и сколько в нем возможностей. Я хочу быть частью этого мира. Говорят, что жизнь человека зависит только от него самого, но не в моем случае. У меня отняли самое важное на свете – свободу. Я сломлена, чувствую себя бабочкой, у которой оторвали крылья. Грустно, да? Да, но сейчас все хорошо. Ты мой корабль, а я твой штурман. Если ты море, я буду штормом. Будем мы вместе, вместе навек. И человеку нужен рядом человек. Стойте, 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 подождите, пожалуйста, стойте. Пожалуйста. 3, 2, 3. Ты мой корабль, а я твой штурман. Если ты море, я буду штурмом. Будем мы вместе, вместе навек. И человеку нужен рядом человек. Я бы хотела пожелать, чтобы каждый человек продолжал мечтать, чтобы он всегда помнил о своих мечтах, каждый день их повторял. Для тебя всегда открыт, для остальных по настроению. Мы с тобой через волны. Я считаю, что у каждого человека должна быть свобода. У каждого вообще человека, в принципе, при жизни есть это право. Красный свет, но я прилечу, тебя я вылечу, тебя я вылечу. Чтоб нарушить твой покой, заберу тебя с собой, дотянуться до тебя мне рукой. Так, мне просто интересно, Эльса, что ты до конца понимаешь, что это? Что? Гэнгли, Бэнгли, Холден? Это не надо понимать, это надо Нет? чувствовать. Это не то. Движение вверх. Что? Я не знала, ну ладно, уже пофиг. У тебя есть 5 минут погуглить. Что это такое? Что? Что? А что, я не... Нету. Ну что там, девочки? Ты не знал, что Ты не знал, что это? Я такой слабого не бью. Гэнг-бэнг. Ты знала? И ты меня такое подписала? И ты такое меня подписала? Ладно, шучу. Мы же в другом, типа, контексте. Ну да, я думала просто гэнг-бэнг. Да, мы в этом, Они не шарили. Если бы я набила такую татуировку, то... Ну, мой папа, наверное, бы... Как бы... Короче, он бы удивился, но ничего бы мне такого не сделал. Его, конечно, это вообще не устраивает, потому что он считает, что тело — это Божий дом. Короче, нормально он уже привык. Он привык, что я могу делать такое, и как бы все. Когда все увидели, что Эльза набила вот эту татуировку «Gang Bang Holden», все просто офигели. Вот Андрей Рэй, он просто... Что? Это мое первое тату. И вот это. Бэнг! Гэнг! Или Бэнг! или Холден! Мы, короче, набили. Эльза набила себе Ганг, я Бэнг, а Даша Холден. Мы завтра выложим ТикТок. Не, Эльза. Эльза. Элиза. Олеся. Эльза. Что? Она Нет, вообще не думала. Нет. Нет, я... Дай телефон. Нет. Она не знает, что такое бэнг и гэнг. Подожди. Просто гэнг-бэнг — это типа... Да. Она гэнг-бэнг набила себе? Она набила ганг. Ганг! Типа Бушидо-жо. Вот. Подожди, а ее родители знают об этом? Нет. Они что знают? Она не стала папе рассказывать. Папа она придет в жизни. Папа, привет. Он такой, гэнг! Типа что? Мне кажется, они не увидятся. Больше никогда. У тебя, видимо, традиция посвящать треки парням, которые тебя решили. А он тебе нравится вообще? Ну, типа, Или я знаю, кто тебе нравился другой молодой человек. Садолав? Нет, он темнокожий. И даже слово темнокожий, первые 3 буквы такие же, как имя того человека почти.
Темнокожий. Он ничего, он не темнокожий. Тим? Да. В общем, ребята, я ставлю точку в голове Тим и Алиша. Наверное, вы думаете, что мы могли быть очень красивой парой, но нет. Вот так вот. Очень жаль, что мы с тобой знакомы. Я помню, как ты провожал до дома. Мы с тобой спустилась до дна. Твои слова — это вода. Ты крутил моей любовью и скурил ее до дна. Странно, что у меня нет парня, но с другой стороны, я, наверное, даже рада этому, что я все всех посылала. Но, с одной стороны, это, наверное, хорошо, потому что я бы не хотела, чтобы меня ассоциировали с кем-то. Я хочу, чтобы была Алиша. Алиша, типа, ну, без кого-то, не чья-то девушка, не влюблена в кого-то. Я хочу быть Алишей. Вот, и... Ну, вообще, это странно, типа, то, что у меня нет парня. Такой вопрос. Если что, Света, прости, ну, ты как бы секси. Вот. И твой Инстаграм об этом говорит нам тоже всем. Но ты говоришь, что у тебя отшивай парня. Это как? В чем проблема? Такое ощущение, знаешь, я что... не знаю. Нет, вот зная тебя в жизни, такое ощущение, что в инсте ты всех разбиваешь, типа, вот так вот всем, а в жизни ты такая замкнутая, неуверенная. Ты не думаешь о том, что у тебя какие-то диссоциативные расстройства? Я не знаю, типа, как это объяснить. Но ты не думаешь, что это странно? Почему ты в жизни не шлешь так же всех на? Может быть, из-за этого у тебя нет парней, понимаешь? Я в жизни шлю тех, ну, типа, кто реально идет на. Вот, я не знаю, мне кажется, у меня какая-то, типа, я как будто больная, потому что, я не знаю, мне, когда пишут мальчики, я их сливаю. И когда я сливаю, и они не пишут мне, я начинаю беситься. А когда мне кто-то нравится, я не нравлюсь. А когда я нравлюсь, то мне не нравится. Ну, зачем мне всех слать на? Типа, если меня выбесить, то окей, я могу наехать. А так, я никогда ни на кого не буду наезжать, потому что я, ну, типа, я добрая. В Инстаграме это... А зачем? А это что, фейк, типа, получается? Ну, нет, просто я такая, ну, как бы я такая, но я добрая. Ты такая какая? Ну, типа, вот в Инстаграме я выкладываю такие фотографии не для того, чтобы там... Не для того, чтобы с кем-то там переспать, чтобы там мне всякие пацаны писали, а просто потому, что мне нравятся такие фотографии. Я считаю это офигенно, и когда я выкладываю, я... Короче, я себя люблю. Ты самоудовлетворяешь. Когда я была в 5 классе, мои одноклассники любимые... Ну, нет, у меня с ними нормальные были отношения с мальчиками, типа, я все время дружила с мальчиками, но некоторые офники какие-то, типа, в моем классе, они говорили: доска, доска, плоская, плоская, плоская. И, наверное, сейчас я делаю такие фотографии из-за того, что вот меня стебали, а сейчас я не плоская. В 5 классе вы говорили мне, что я плоская. Но сейчас... Вообще ты... Типа, у тебя был секс? Нет. Нет? Ты вообще малышка-крошка. Мне кажется, если бы ты хотела, ты бы могла давно кого-то склеить в клубе, типа, и вот так вот, типа, надо... Ну, это понятное дело. Почему нет? Ну, я считаю, что надо найти парня нормального. То есть который достоин меня. То есть тебе важно именно вот с достойным человеком это сделать? Да. Мне не надо такое, что... Типа на один раз, и все, он Хотя образ именно такой, кстати. Может... Ну да, все так и думают. Стой, так я решил твою проблему. Ты никогда не найдешь себе того самого принца, которого ты хочешь, потому что у тебя образ шлюшки на один раз. Извини. Ну, в плане, типа, ты сама так думаешь или говоришь? Ну, ты только что это сказала. Нет, это по фоткам так. А люди, думаешь, в интернете люди так тоже фоток? Думают. Реально, мы когда сегодня разговаривали с Андреем Рэм, он сказал, что у меня какое-то там заболевание и что это проблема. И из-за своих фоток в Инстаграме я останусь одна до конца своих дней. Ну ладно. И Лизе, нашему режиссеру, реалити кажется, что разговоры про семью как-то сбежают. Ну, наверное, так и есть. Как говорят психологи, все же идет там с детства, с каких-то ситуаций. И узнавая ситуации других людей, ты познаешь, почему там человек стал таким. Всем здравствуйте, меня зовут Белкина Ирина, я практикующий психолог и психоаналитик.
Так как некоторые блогеры отказались давать какие-либо комментарии о своих взаимоотношениях с родителями, мы пригласили психолога, чтобы разобраться в причине. А у кого, кстати, вообще какие отношения с родителями? Офигенно. Нормально. Максимально. Ну, я не общаюсь особо с родителями. Жень. Давайте вот с этого момента начнем. Даша. Максимально. Ну, я не общаюсь особо с родителями. Ты с мамой не общаешься? Что надо вырезать? Вот явно, когда мы... А с папой? Ну, типа, я с ними переписываюсь иногда, но так, чтобы там... С мамой не как-то так, пренебрежение. С папой иногда переписываюсь. То есть такая имитация близости, имитация присутствия папы в ее жизни. Не знаю, с папой я вижусь, потому что у меня еще сестра, и я типа с сестрой время провожу. Ну, с папой я норм. Подождите, Мама накрыла. можно вопрос? А я уже пропустил, когда Даша рассказала, почему с мамой не общается? Она сказала просто, как получилось. А почему ты не хочешь рассказать? Не хочет. Ну, вам всем интересно? Да. Я уверен, что типа 10 из 10 сейчас скажут. Ну, я знаю, но мне интересно. Всем интересно. И вот здесь я вижу такую радость в этом вопросе, что вам интересно на эту тему поговорить, потому что ей важно на эту тему говорить на самом деле. Потому что когда она говорит, она таким образом исцеляется, она проживает вот эту боль. Обычно все истории, которые не хотят рассказывать, самые интересные. Поэтому... Ну, просто... Короче, я не общалась со своим папой, потому что в детстве он от меня отказался, когда я только родилась. И я с ним начала общаться в 15. А моя мама, она из-за того, что они развелись, она как бы меня в этом винила всю жизнь. Хотя они развелись, когда мне было 3 дня. 3 дня. Но я виновата. Родился ребенок, который ничего абсолютно плохого папе не сделал. Он скорее не отказался от ребенка, он отказался от связи с мамой. Ну да, она меня винила, и она мне часто говорила, что вот если бы я не родилась, то все было бы ок. И она, короче, меня пи***ла жестко очень. То, что мама, она сказала, пи***ла ее год, это про то, что у мамы очень были большие ожидания. То есть мама жила идеей, что вот этот ребенок, он сможет сплотить, он поможет ей удержать мужчину. И эта идея не сработала. Нет, она меня пи***ла, била всю жизнь, типа лет до 10, а потом я переехала в Америку. Когда у меня были истерики, она типа меня за волосы несла в ванную, вот так топила, чтобы я успокоилась, хотя это все рассказывает. Это истерично. Это же охуенно, что страдать-то? Не, я бы тоже уже смеялся. Это охуенно, конечно. Не, мне пофиг. Вот эта злость, вот эта обида, которая в ней сидит, к чему это приведет? Я чувствую, что внутри очень большой такой холод. Она, наверное, не может выстраивать полноценные, глубокие, доверительные ключевые отношения. В ее жизни обязательно есть мужчины, но все эти мужчины так на расстоянии вытянутой руки. Но вот такого глубокого доверия это нет. И это в первую очередь страх быть отверженной, потому что так уже сделала мама. А мама — это тот человек, с которым ребенок чувствует себя в убежище. То есть это самый дорогой, самый вот, про безусловную любовь, если говорить, то это мама. И вот если мама так себя повела, то кому вообще можно доверять? Типа, на моменте ей было не очень. Сейчас уже... Сейчас уже... Ну да, тогда мне было не очень. Я в моменте... Вы что, ребят, у меня когда один раз остался двоюродный дедушка и ремнем меня побил, у меня мама такую истерику устроила, что он меня ремнем побил. Я вообще баллон Один раз с ремнем. До Геры можно дотронуться вообще в этой жизни. Он же гений. Он же вообще идеальный. Нет, Гера принц просто. Как можно вообще трогать? Машенька, шарик. Можно Перси? Вот я, к сожалению, не знаю историю Германа, но меня очень цепляет реакция других ребят на него. То есть такое высмеивание, желание как-то поддеть его, что, понятно, тебе и так все давалось, тебе было легко, что захотел, то получил. А как у тебя, Чан? Что? С родителями? Чан — это плане как будто закрытая книга. Да, я даже не знаю. Я тоже не знаю. Они тоже очень строгие. Строгие родители — это неплохо, это, может, звучит ужасно. Это формирует такое, знаете, ощущение каркаса. Но я всегда была послушным ребенком, всегда. И меня это все устраивает. Поэтому ты продавала водку в Вьетнаме. Что? Это правда? Да, ее из этого выгнали из школы. Это привело к тому, что вот я вижу Чану такой очень сильной фигурой, более целостной. И это как раз-таки про то, что
в детстве она напиталась вот этой поддержкой, вот этой любовью от родителей. И это помогает сейчас, ей не исходя вот из эмоций, вот так вот ее штормит из стороны в сторону, а очень холодно, спокойно, рассудительно размышлять, куда я двигаюсь дальше. Это выгнали из школы. Я была в отношениях с моим парнем, и я типа пришла домой слишком поздно. Вот, и маме не написала, что-то там она меня наяривала на телефон, мы с ней поссорились, и я прихожу, типа, все нормально, там я опоздала буквально на 30 минут. Вот, и она начинает на меня очень жестко орать. Короче, случилось так, что я ей сказала, типа, тоже, я тебя ненавижу, что-нибудь такое. И она меня ударила по щеке, очень больно, у меня все красное было. Заходит сестра и ударяет по другой щеке. Просто отдёрсь ему. И я просто, я сижу и стою в ванне, сестра и мама меня смотрят, орут на меня, и я просто такая... Вот эта реакция в виде пощечины, это обида. Очень большая обида в виде того, что тебе насрать на меня. Я на самом деле тебя люблю, и я за тебя очень сильно переживаю. И поэтому, когда мне еще и говорят, что «а я тебя ненавижу», вот в этот момент, просто это как вишенка на торте, хоп, и сдетонировало. А как вы думаете, вообще влияет то, что родители в детстве бьют на людей? Да, конечно. Влияет. Очень. А вообще всех здесь били, получается? Я ни разу не били. Кого не били? Ну, я считаю, что бейте руку. Типа меня пару раз только. Там, Ну не прям на регулярно. Ну, не было такого, что ремонт. Да. Да, надо понять. Наказание. Допустим, есть как детей прям жестко бьют, Да, ну вот когда не шо? избивают. Когда шо? Ну, когда уж, наверное, никого не было. Никогда руку не поднимал папы. Не, ну вот мне дали по губам не давали, конечно, за то, что там... Это не считается. Да, это вообще не считается. Хочется спросить, с хрена ли не считается по губам, когда бьют? Где вот это вот, знаете, карта тела? То есть вот это, по заднице нормально? Вот по заднице, да, это вот это плохо. По губам, а по губам нормально? Нет, в целом давайте смотреть на то, что когда родитель не может себя сдержать, это хреново. Я вообще, знаете, как удивляло, типа, когда моим одноклассникам не разрешали в компьютер играть. Типа, это вообще нечто было. Я играл, типа, я играл в Сегу, пока она не выключалась от того, что она перегревалась, потом... подходила, у тебя выключилась Сега, надо включить Сегу. Но на самом деле я делаю вывод, что он таким триггером срабатывает для ребят. Потом я ее нес в Да нет, я ее нес потом в морозилку. Да. Я нес в морозилку. Нет, я в морозилку нес Сегу. Она оставалась за 15 минут, и мы продолжали играть. Гер, ты очень избалованный. Он такой избалованный. Я вам честно говорю, очень. Очень. Нет, мне все кажется, должно, он в как он детстве... хочет. Нет, Типа. знаете, он в А, детстве, кстати, мне кажется, был эгоист. таким ребенком, таким типа... Хочу Нет, таким не был. Не, вот таким не был я. Потому что ему так все давали. А, ну точно. Просто так и должно быть в детстве. Просто ребенок так и должен жить. С ощущением, что меня любят, что обо мне заботятся, что меня балуют. Подарки — это тоже нормально. Ребенок должен понимать, что мне должны дарить подарки не потому, что 23 февраля, Новый год и день рождения. Родители просто могут подарить, потому что они меня любят. Опять какая-то абстракция. Я знаю, ты сама знаешь. Когда Чана говорит про слово «фальшь», я с первого дня твержу своей коллеге Элизе, что главный человек у нас, который здесь фальшивый, это Марисе.